Всем привет, дорогие друзья! Есть у меня вот такие два кулона. Крупные, 6 сантиметров. Ну, как видите, один в золоте, а один в серебре. Фурнитура здесь качественная, так как вот этот кулон я покупала очень давно и носила его с нержавеющей цепочкой. И как видите, здесь бейл не потемнел и не почернел, не поржавел. Так как здесь, наверное, тоже, я думаю, что нержавеющая сталь. И даже не стерлось ничего. Ну, а этот кулон, здесь есть вкрапления жемчужные. Здесь такие стразики. Все переливается, блестит. И я думаю, такие кулоны носить можно только летом. И хочу сделать два украшения летних. Я уже подобрала материал и к этому кулону. Ну, а сегодня я хочу сделать одно украшение. Какое хотите сделать сегодня, чтобы я сделала? Какое? Выбирайте. Правильно, давайте с этим кулоном сегодня я поработаю. И сейчас я покажу, какой материал я подобрала. Ну, конечно же, вот такие бусинки тоже из ракушки сделаны. И вот такие они неровненькие все. По цвету хорошо подходит, один в один. И вот такие бусинки я покупала недавно. И очень они мне понравились по цвету. Мне кажется, очень хорошо они здесь впишутся. Цвет хорошо подходит. Посмотрите, внизу прям один в один. Это тоже из ракушки выполнены такие диски. Здесь, по-моему, 8 миллиметров бусинки или 10 даже, я не помню, я напишу. Я их помыла, так как я уже ранее показывала вам другие цвета таких перламутровых бусин. Ну, а эти не окрасились, все хорошо. И стойкая у них краска или покрытие, я не знаю, как они их окрашивают в такой цвет. И еще я подобрала вот такие бусинки у меня есть. Круглые, тоже перламутровые. Покупала их давно. Хорошо подходят к кулончику. Посмотрите. Здорово, да? Ну, я думаю, и на этом и хватит. Добавлять сюда много и я и не буду. Другого цвета и не хочу. И вот еще добавлю, что я. Вот такие проставочные диски гематитовые. Хорошо, я думаю, поставить, если между вот этими бусинками. Размер 8 миллиметров, да, значит и эти бусины 8 миллиметров. Ну и начну я работать. Буду я делать на ювелирном тросике. Фурнитура будет у меня вся из нержавеющей стали. Вот такие колечки. Ну а этот замочек, это, по-моему, с родиевым покрытием. Я оставлю ссылочку. Очень хороший размер. Мне нравится форма такого замочка. Красивый, да? И начну работать. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот такое украшение с кулоном. 50 сантиметров получилось украшение. Ну, я и поставила еще удлиняющую цепочку со своим инициалом, карабинчик и двойное колечко. Вот так я собирала бусинки, проставляла гематитом и выбирала бусинки поровнее. Ну, конечно, здесь совсем ровных нет, так как это натуральный материал, и они все неровной формы. Ну, неплохо получилось. Конечно, очень мало вот этих бусин плоских. Я все-таки сэкономила как-то и сделала второе украшение. Хотела я сначала двухрядное делать, но потом передумала, так как, чтобы не было тяжести, можно носить по отдельности, а можно и вместе. И второе украшение вот так у меня получилось, с круглыми бусинками. Здесь по 2 бусинки у меня плоских получилось и гематит. И между ними тоже поставила вот такие кривульки. Здесь тоже у меня удлиняющая цепочка и карабинчик из нержавеющей стали. Можно тоже удлинять. Но это украшение покороче. И вот так вместе они смотрятся. Интересно. Переливается. Нейтральный цвет, очень красивый. Ну и, конечно же, я сделала серьги. Помните, я показывала вот такие из нержавеющей стали. Пусеты приходили мне с сайта Алиэкспресс уже с заглушкой. Здесь вот такая петелька. И я вот такие бусинки легкие-легкие подвесила.
И получилась вот такая красота. Ой, миллиметра, 22 миллиметра диаметр подвески. И вот такие сережечки в комплекте будут теперь у меня интересные. И такой цвет нейтральный, можно под любой цвет надеть одежды. Будет красиво смотреться. Вот как можно сделать украшение с таким кулоном. Жду от вас комментариев, мне всегда интересно ваше мнение. Напишите, будем общаться. Ну а если вам понравилось мое украшение и видео, поставьте мне лайки, мне будет очень приятно. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Много интересного у меня впереди. Ну а следующий кулон буду делать украшения в следующем видео. Жду вас на просмотры. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!